Как хранить пластиковые пакеты? В другом пластиковом пакете или может связать эко-мешок из джута крючком? Меня зовут Наташа, и давайте свяжем длинную авоську для хранения пластиковых пакетов, а может быть даже фруктов или овощей. Вязать эко-мешок я буду из двухниточного джута крючком номер 5,5. Мне нужно сделать у мешка эластичное отверстие внизу, чтобы удобно доставать пакеты. Для этого я возьму круглую резинку, отмерю примерно 25 сантиметров и соединю ее в кольцо, размер которого примерно 10 сантиметров. Край резиночки можно пришить ниточкой, чтобы они не вылезали. Можно также взять готовую резинку. Провязываю вокруг резинки начальную петлю. Одна воздушная петля. Надену маркер. Теперь мне нужно провязать вокруг резинки еще 39 полустолбиков с накидом. Делаю накид на крючок, завожу его под резинку и подхватываю нить. Провязываю сразу все петли на крючке. Выполню бесшовное соединение. Для этого ввожу крючок на себя в петлю с маркером за обе косички, одеваю петлю рабочую на крючок и вытягиваю ее. Ввожу крючок между первым и последним столбиками ряда, снова одеваю петлю на крючок. Провязываю петли на крючке, вытягиваю петлю подлиннее, нахожу полупетлю сзади, ввожу в нее крючок и вытяну еще одну петлю подлиннее. Во вторую веду крючок на себя, в первую от себя. Провяжу их вместе, одену маркер. Это будет первый столбик ряда. Нахожу следующее основание в виде косички. Теперь мне нужно провязать еще 39 полустолбиков с накидом. Покажу еще раз, как выполнить соединение ряда. И провяжу еще один ряд из полустолбиков без накида. Выполню переход в четвертый ряд. Петлю вытягиваю обычного размера. Одна воздушная петля и одену маркер. Во второе основание вяжу один столбик без накида.
4 воздушные петли, отсчитываю 3 петли и в четвертую вяжу 1 столбик без накида. Три воздушные петли, столбик без накида. Так вяжу до конца ряда, согласно схеме на экране слева. 4 воздушные петли, через 3 петли 1 столбик без накида. Три воздушные петли и столбик без накида. Довязав до конца ряда 3 воздушные петли и соединю ряд соединительным столбиком. Первые 2 петли арки из воздушных петель провяжу соединительные столбики и начинаю вязание нового ряда из середины арки из воздушных петель. 4 воздушные петли, столбик без накида под арку из 4 воздушных петель, и далее повтор действия. 4 воздушные петли, столбик без накида под арку из 4 воздушных петель, и так до конца кругового ряда. Соединю ряды соединительным столбиком в точку, из которой начинала вязать цепочку из воздушных петель. Для перехода в следующий ряд вяжу 2 соединительных столбика в 2 петли арки из воздушных петель. Одна воздушная петля и одену маркер. 3 воздушные петли, вяжу этот ряд так же, как и четвертый, но столбик без накида вяжу в цепочку из воздушных петель. 4 воздушные петли. Нахожу следующую арку. Во вторую петлю арки 1 столбик без накида, 3 воздушные петли, столбик без накида в третью петлю арки. Далее рисунок повторяется. Соединяю ряды. Для перехода в новый ряд мне нужно вязать соединительные столбики в арку справа, шагать при этом назад. Всего 2 соединительных столбика. И повторяю узор 5-го ряда, а именно 4 воздушные петли,
1 столбик без накида под арку из 4 воздушных петель. Далее ряды повторяются до нужной высоты. Когда я связала мешок сетку необходимой длины, начинаю вязать ряд из 40 полустолбиков с накидом, как и первые ряды. Вспоминаем, как вязать столбики подъема для имитации бесшовного соединения. Под арку из воздушных петель 4 полустолбика с накидом. И 1 полустолбик с накидом в основание столбика без накида предыдущего ряда. Следующий ряд вяжу также из полустолбиков с накидом, но не довязываю до конца ряда 6 петель. Вяжу 8 воздушных петель для ручки. И соединю цепочку с началом ряда. Новый ряд продолжаю вязать также. Под арку из воздушных петель 8 полустолбиков с накидом. Соединяю ряды и заканчиваю вязание. Обвязываю край соединительными столбиками.
хвостики прячу. Таким образом, мешок для пакетов готов.